С вами канал «Творчество для всей семьи». Меня зовут Лена. Сегодня я покажу, как вместе с детьми сделать новогодний декор из соленого теста. Для работы понадобится соленое тесто, скалка, различные формочки вырубки, вода и кисточка. Для елочки я взяла конус из картона из-под ниток. Такой конус можно сделать самим, свернув картон. Тесто, с которым я работаю, окрашено пищевым красителем. Ссылка на приготовление и окраску теста под этим видео. При помощи детской вырубки вырезаю много елочек. На поверхности елочки можно отпечатать какую-нибудь структуру. Например, если взять какое-нибудь шерстяное изделие с грубой вязкой. Подойдет любая рельефная поверхность. Когда елочки полностью высохнут, приклеиваю их к конусу горячим клеем. Сушить заготовки лучше всего на открытом воздухе, на солнце или вблизи отопительных приборов. Можно и в духовке, только не в микроволновой печи. Я сушила несколько дней на воздухе, а затем в духовке. При температуре 50 градусов примерно час, затем постепенно повышала температуру. И сушила 1 час при 75 градусов, и еще 1 час 100 или 125. Каждый следующий ряд приклеиваю в шахматном порядке. Немного припорашиваю елочку снегом. Елочку можно украсить бусинами, блестками или камушками. Я покрыла елочку универсальным лаком из баллончика, что совсем не обязательно. Гирлянда из елочек. Из остатков зеленого теста я сделала гирлянду из этих же елочек. Из теста также можно сделать бусины для гирлянды. Чтобы бусины получились одного размера, нарезаю при помощи пробки одинаковые кружочки. Насаживаю бусины на зубочистки. Не оставляем зубочистки внутри заготовок, так как они могут приклеиться во время сушки. Когда заготовки полностью высохнут, их можно собрать в гирлянду. Елочные игрушки из теста. При помощи различных рельефных предметов можно сделать отпечатки на тесте. Пластмассовая упаковочная коробочка.
А этот шикарный патент, ситечка, я нашла на канале Скалка. Приклеиваю при помощи воды. Можно делать и отпечатки растений. Раскладываю листочки рельефной стороной вниз и чуть-чуть придавливаю. Также подойдет любое кружево. Не забываем вытащить зубочистки после окончания работы. После просушки окрашиваю акриловой краской. Подойдет гуашь или акварель. При помощи губки и очень небольшого количества краски выделяю все рельефные поверхности. Добавляю немного серебряной и золотой краски. Из заготовок можно сделать отдельные игрушки, а можно их собрать также в гирлянду. А также их можно превратить в магнитики. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Я очень люблю ваши комментарии, а мы сколько по лесу не ходили, так ни одной елки не встретили, кроме этой. Увидимся!